Под толстым слоем воды и осадочных пород Мексиканского залива скрывается одна из самых масштабных тайн планеты — кратер Чиксулуб. Чтобы его увидеть, нужно не просто осушить залив, но и убрать тысячи футов морских отложений. Только тогда перед нами откроется идеально круглая впадина диаметром в 125 миль, уходящая вглубь почти на 1 милю. Это место, где 66 миллионов лет назад врезался астероид, уничтоживший всех динозавров. Место удара стало эпицентром разрушений по всей Земле. Океан, который тогда покрывал эту область, не спас планету от катастрофы, а наоборот, усилил ее. При падении небесного тела под углом около 60 градусов произошел выброс сотен тысяч кубических миль породы в атмосферу. Она разогрелась до температур, сравнимых с духовой печью. Практически все живое в радиусе 1000 миль погибло мгновенно, а на других континентах жизнь вымирала медленно под плотным облаком серных соединений, поднявшихся с морского дна. Но самое поразительное, что этот кратер невозможно увидеть, пока вода не уйдет. Без нее становится ясно, насколько масштабной была трагедия. Геологи впервые смогли построить трехмерную модель Чиксулуба только благодаря бурению и гидросканированию. Это позволило узнать диаметр астероида — более 6 миль, и его скорость выше 25 тысяч миль в час. Этого хватило, чтобы пробить земную кору и поднять волны цунами высотой в сотни футов, достигшие берега спустя считанные минуты. На поверхности остались лишь тонкие следы. Настоящее же поле битвы скрыто в глубине. Только полностью осушив воды залива, можно по-настоящему оценить масштаб катастрофы, изменившей ход всей жизни на планете. Но это только начало. То, что находится поблизости, еще масштабнее и неожиданно современнее. Когда вода отступает от Мексиканского залива, мы видим не просто геологическое прошлое, мы видим инфраструктуру настоящего. На морском дне проступает колоссальная сеть трубопроводов, насосных станций и подводных платформ. Это нефтяное сердце планеты. По площади и сложности оно сопоставимо с крупным мегаполисом. Более 44 тысяч миль труб проложено по дну залива. Такого метража хватит, чтобы обернуть Землю почти дважды. Под водой мы никогда не видим всей картины, но без воды перед нами открываются сотни нефтяных вышек. Десятки тысяч миль магистральных труб, насосных станций, шлюзов и даже подводных ангаров для ремонтной техники. Все это построено, чтобы выкачивать нефть, образовавшуюся здесь 300 миллионов лет назад, в древнем болотистом регионе, оказавшемся под водой и сдавленным осадочными породами. Если раньше считалось, что вся жизнь на дне залива сосредоточена вокруг природных форм, теперь становится понятно, он напичкан артефактами цивилизации. Без воды эти инженерные чудовища кажутся внеземными. Они разветвлены, симметричны, уходят в толщу скал, соединяются в узлы и распределительные центры. Мир нефти всегда был скрыт под толщей воды. Но, осушив океан, мы впервые видим, насколько глобален и механизирован стал этот подводный город. И рядом с ним лежат останки, не менее масштабные, но гораздо более трагичные. Когда вода уходит с дна Тихого океана, мы наконец видим самую большую гору на планете — Мауна-Кеа. Ее вершина находится на Гавайях, но основание уходит глубоко под воду. Если измерить гору от основания до вершины, она превышает Эверест почти на милю. Осушив океан, мы видим целую цепь вулканов, поднятых со дна, от Гавайев до подножия Императорского хребта. Их форма, кратеры и лавовые поля становятся отчетливыми, будто на Марсе. Мы можем увидеть лавовые каналы, следы древних извержений, трещины в коре, все, что до этого было скрыто за тысячами футов воды. На этой высоте, где раньше бушевал океан, сейчас видно небо. Это один из немногих моментов, когда осушение океана заставляет нас почувствовать не страх, а восхищение. Но стоит обернуться чуть в сторону, и вместо вулканов перед глазами появляется бездна. Когда Атлантический океан теряет свою глубину, в районе Бермуд раскрывается настоящая пропасть — Пуэрто-Риканский желоб. Его глубина более 8 миль, даже Эверест с трудом поместился бы в эту воронку. Ущелья, обрывы, отвесные стены — все это было скрыто под водой. А теперь это ландшафт, сравнимый с Гранд-каньоном, только гораздо глубже и масштабнее. Именно здесь, в этих черных расщелинах, исчезли десятки кораблей. Именно здесь, в самом сердце Бермудского треугольника, нашли свое последнее пристанище суда, чьи обломки невозможно было найти на протяжении десятилетий. Осушив этот регион, становится понятно, почему. Их тела лежат в труднодоступных расщелинах, где традиционные подводные аппараты бессильны. А ведь Бермудский треугольник — только малая часть. Настоящая ловушка для кораблей находится совсем в другом месте. Мы переносимся в Ла-Манш, одно из самых опасных мест для судоходства в истории. Осушив этот пролив, перед нами появляется по-настоящему уникальное зрелище — морская пустыня, покрытая движущимися песчаными дюнами. Это пески Гудвина. Они поднимаются почти до самой поверхности и все время перемещаются, изменяя рельеф дна. На первый взгляд, нам просто подводная равнина. Но приглядевшись, становится видно, здесь лежит кладбище из 2000 кораблей.
Суда разных эпох с обломанными мачтами, треснувшими палубами и разбросанными по дну сокровищами. Торговые, военные, пиратские, каждая модель, каждая эпоха. Многие корабли не были уничтожены штормами. Они сели на мель, застряли и за несколько часов оказались погребены под песком. Современные технологии эхолокации только недавно позволили увидеть, насколько масштабно это место. Но лишь осушив воду, можно понять, насколько безжалостна была эта ловушка. Однако именно такие участки дна — настоящая сокровищница. И следующая зона скрывает куда больше, чем разбросанные обломки. У южных берегов Китая, возле островов Чан, дно океана хранит поразительное зрелище. Снимаем воду, и перед нами появляются 30 затонувших кораблей. Некоторые — древние китайские джонки, другие — арабские дао и испанские галеоны. Они пришли из разных эпох, но все погибли здесь. Причина в том, что этот регион был важнейшим узлом морского шелкового пути. Корабли перегружались, торопились и при внезапной смене ветра бились о скалы. Теперь без воды мы видим не просто обломки, а торговые тайны. Посреди дна лежат чашки, тарелки, фарфоровые вазы, это все аккуратно разложено, как будто выставлено на витрину. Некоторые предметы стоят сотни тысяч долларов. Их ценность не только в материале, но и в истории. Все это сохранившиеся грузы, которые должны были попасть в Европу, Аравию, Африку. Осушенный участок китайских морей не просто раскрывает истории кораблекрушений. Он превращается в музей под открытым небом. И как и в любом музее, здесь есть то, что вызывает вопросы. В Средиземном море у побережья Греции есть один необычный город – Павлопетри. Он был обнаружен под водой в 60-х и оказался старше, чем Троя. 5000 лет назад он процветал как портовый центр, выстроенный по прямым улицам с каменными строениями, развитыми кварталами и системой канализации. Осушив это место, перед нами раскрывается город, будто замороженный во времени. Мы видим весь его план целиком, от улиц до центральной площади. Фундаменты домов видны как на ладони. Это самый древний подводный город, известный науке. Но самое удивительное, нет ни одного письменного упоминания о его гибели. Он просто исчез. Исследования показали, 3 сильных землетрясения подряд опустили береговую линию. Волны скрыли город, а осадочные породы укрыли его, сохранив от разрушения. Без воды он оживает. Мы не просто видим руины, мы видим структуру древней жизни. Но рядом с ним есть нечто еще более загадочное. К югу от японского архипелага, недалеко от острова Йонагуни, обнаружено поразительное подводное образование. Когда оно скрыто водой, кажется, будто перед нами гигантская каменная пирамида. Но только осушив регион, можно рассмотреть все детали. На скале видны ступени, террасы, гладкие стены, как будто кто-то вырезал монумент из цельного камня. Размер сопоставим с 8-этажным зданием. Некоторые ученые считают, что это рукотворное сооружение. Другие, что это всего лишь природная форма, доработанная временем. Когда вода уходит, объект теряет свою загадочность. Теперь он больше напоминает эрозионную структуру, образованную течением, ветром, давлением. Но именно без воды можно оценить масштаб и симметрию. Йонагуни – отличный пример того, как природа способна ввести человека в заблуждение. Но есть структуры, которые пугают не своими формами, а тем, что происходит рядом с ними. Осушим Южно-Китайское море и увидим один из самых важных артефактов современности – глобальную сеть интернета. Прямо на морском дне лежит 1,5 миллиона миль оптоволоконных кабелей. Они соединяют континенты, страны, компании и биржи. Через них передается 98% всей мировой информации. Многие из этих кабелей проходят по Лусонскому проливу, одному из самых сейсмически активных районов. Именно здесь в 2006-м землетрясение разрушило почти всю подводную сеть между Юго-Восточной Азией и Америкой. Интернет отключился, биржи замерли, сделки на миллиарды долларов были остановлены. Без воды видно, насколько уязвима эта система. Кабели зарыты в траншеи, проложенные машинами, напоминающими плуги размером с дом. На глубине до 3 миль эти кабели лежат, как открытые вены, и любое движение плит может их уничтожить. Сеть, соединяющая планету, лежит буквально на волоске, а в некоторых местах она уходит прямо в пасть геологических чудовищ. Осушив воды Тихого океана вдоль побережий Америки, Азии и Океании, мы видим геологическое чудовище – огненное кольцо. Это самая активная сейсмическая зона на планете. 90% всех землетрясений и большая часть вулканической активности происходит именно здесь. Перед нами не просто хребты и трещины, а по-настоящему зловещий пейзаж. Разломы, в которые могут уместиться 60-этажные здания, целые горные хребты, уходящие на 1000 футов вниз, и субдукционные зоны, где одни тектонические плиты ныряют под другие. Эти места выглядят как шрамы на теле планеты. Осушив океан, мы наблюдаем всю структуру. Здесь накапливается колоссальное давление. В любой момент могут произойти землетрясения, сопровождаемые цунами. Одно движение и 1000 миль побережья исчезнут. Такие толчки не просто создают волны, они меняют рельеф океанического дна.
В этих глубинах зарождаются катастрофы, но иногда именно они уводят цивилизации под воду. Покинув зону огненного кольца, мы переносимся в Средиземноморье. Когда уровень воды резко поднимается, целые города оказываются под поверхностью. Но осушив побережье, мы находим то, о чем раньше ходили только легенды. Под водой скрываются остатки античных цивилизаций, исчезнувших без следа. Археологи уже обнаружили десятки таких городов. Среди них Павлопетрия, но и не только. Сотни улиц, каменных зданий, причалов, амфор, утвари – все сохранилось в осадочных породах. Эти поселения жили, развивались и исчезли в одночасье из-за землетрясений и последующих наводнений. Без воды становится ясно – люди селились слишком близко к линии берега. Они не знали, что живут на тектонической бомбе. Каждый из таких городов – это осколок прошлого, который остался нетронутым тысячи лет. Но некоторые структуры выглядят не просто древними, а слишком правильными, чтобы быть случайностью. У восточного берега Средиземного моря в одной из бухт под водой были обнаружены идеально круглые камни. С первого взгляда остатки колонн древнего храма. Но осушив регион и проведя исследования, ученые установили – этим камням 5 миллионов лет. Они гораздо старше любой цивилизации. Форма этих камней настолько точна, что даже археологи приняли их за искусственные. Однако анализ показал, что они были созданы природой. Выбросы метана из-под дна, микроорганизмы и осадки сформировали эти структуры с годами. Океан не просто хранит творения людей, он создает свои собственные иллюзии архитектуры. Когда вода уходит, граница между природным и рукотворным становится особенно тонкой. Но есть то, что невозможно спутать, потому что оно движется. На глубине в несколько миль, даже в полной темноте, жизнь не останавливается. Когда на дно опускается туша кита, начинается праздник. Осушив участок, мы видим картину, которая в воде была бы невозможна. Настоящую борьбу за каждый кусок плоти. Первой тушу находит шестижаберная акула. За ней приплывают другие, до 7 хищников одновременно. Они толкаются, грызутся, рвут мясо и атакуют друг друга. Все происходит в полной тишине и темноте. Через сутки треть туши уже исчезает. Когда акулы уплывают, начинается работа падальщиков. Морские пауки, крабы, глубоководные черви. Они съедают все, от мяса до костей. За месяц от кита остаются только следы. Даже кожа перерабатывается. Осушенный океан дает возможность наблюдать эту экосистему в деталях. Но чем глубже мы идем, тем сильнее нас удивляют обитатели дна. В самых темных и глубоких участках океана, где давление в 1000 раз выше, чем на поверхности, скрываются существа, которых раньше никто не видел. Благодаря подводным зондам, спущенным в Марианскую впадину, на глубине более 8 миль была обнаружена рыба, которую наука не знала раньше – липарис. Она прозрачная, почти бесплотная, ее тело напоминает желе. Но при этом это полноценный организм с органами, нервной системой и реакциями. Она существует там, где давление сравнимо с весом 50 авиалайнеров, поставленных один на другой. Осушить океан в этом месте невозможно физически, но современные технологии визуализации позволяют построить цифровую модель ландшафта и представить, как выглядит этот мир без воды. И в этом мире живут существа, способные выдерживать то, что убило бы все остальное. Однако не только живые существа прячутся в глубинах. Иногда из-под дна выходит нечто куда более мощное. Посередине Мирового океана, в самом сердце бездны, находится крупнейший геологический объект на планете – Срединно-океанический хребет. Его невозможно увидеть с поверхности, ведь он полностью скрыт под водой. Стоит только убрать воду, и перед нами открывается цепь подводных гор длиной в 40 тысяч миль. Это хребет, охватывающий весь земной шар. Он формируется в местах, где тектонические плиты расходятся. Лавовые потоки поднимаются из мантии, остывают и создают новые участки коры. Здесь рождается океанское дно. Осушив этот хребет, мы видим рваные трещины, скальные выступы, подводные вулканы и бесчисленные расщелины. Огромная непрерывная линия гор – это не просто разлом, это пояс активности, где бурлит жизнь. Потому что именно здесь, из-под земли, вырываются одни из самых загадочных объектов на планете. Вдоль Срединно-океанического хребта, на глубинах, где никогда не бывает света, бьют черные курильщики. Гидротермальные источники, температура которых превышает 700 градусов по Фаренгейту. Они выбрасывают горячую воду, насыщенную минералами и химическими соединениями. Когда эта вода встречается с холодом океанских глубин, минералы оседают и формируют столбы, как башни подводного города. Один из самых больших, Годзилла, достигает 100 футов в высоту. Эти структуры не просто удивляют, они питают целые экосистемы. Жизнь вокруг них организована на основе не фотосинтеза, а хемосинтеза. Бактерии питаются химией, а остальные организмы – бактериями. Креветки, которые выращивают культуры в ротовой полости. Крабы, обрастающие бактериальной пленкой. Моллюски, которые обмениваются химией с микробами. Все это живое, скрытое в темноте и полностью зависящее от вулканов. Среди всех этих источников есть один, который выделяется особенно. В Атлантическом океане на глубине около 2 миль был обнаружен уникальный гидротермальный источник, не похожий ни на один другой.
Его назвали «потерянный город». В отличие от других источников, он не черный, а белый. Его башни не из вулканической породы, а из карбонатных отложений. Самая высокая из них почти 200 футов. Но главное не в этом. Внутри потерянного города происходит нечто невероятное, да? Спонтанное образование углеводородов. Это строительные блоки жизни. Условия внутри башен напоминают те, что были на Земле миллиарды лет назад. Некоторые ученые считают, что именно в подобных местах жизнь и зародилась. Осушив океан, потерянный город предстает как ландшафт из фантастических снов. Башни возвышаются среди расщелин, пары поднимаются от основания, а по склонам ползают живые организмы, которые существуют благодаря химии, а не Солнцу. Но все это не только про прошлое. Возможно, это подсказка к будущему. На глубинах, где нет ни единого луча, жизнь не просто существует, потому что она процветает. Условия здесь настолько экстремальны, что каждое существо — это биологическое чудо. Давление в сотни атмосфер, температура близка к нулю, кислорода почти нет. И все же здесь живут рыбы, моллюски, ракообразные, бактерии и черви. Некоторые существа светятся сами. Другие бесформенные, полупрозрачные, но невероятно живучи. Их жизненный цикл построен на падении органики сверху. Когда на дно опускается мертвое существо, здесь начинается пир, переработка, круговорот. Но гидротермальные источники меняют все. Они дают возможность для жизни даже в полной изоляции от поверхности. Именно в таких условиях, по мнению ученых, могла появиться жизнь не только на Земле, но и на других планетах. Например, на спутниках Юпитера или под льдами Европы. Если мы хотим понять, откуда все началось, нужно смотреть вниз, глубже, чем когда-либо. Осушив океан, мы получаем не просто доступ к тайнам прошлого, мы строим новую модель планеты. Перед нами обнажается другая сторона Земли. С горами выше Эвереста, каньонами глубже Гранд-каньона, цепями вулканов, подводными городами и сокровищами, которых никто не видел тысячелетиями. Благодаря современным сканирующим технологиям мы создаем цифровую карту, в которой можно увидеть все, от древнего кратера, уничтожившего динозавров, до невидимых структур под телекоммуникационными кабелями. Океанское дно — это архив планеты. Здесь хранятся не только кости, нефть и металлы, но и история жизни. Его рельеф рассказывает, где шли битвы, где текли реки до ледниковых периодов, где цивилизации теряли свои города. И хотя осушение океанов возможно только в теории, технологии уже позволяют нам заглядывать туда, куда раньше не ступала даже мысль. Потому что океан — это зеркало, отражающее то, кем была, кем стала и кем может быть наша Земля. Осушив прибрежные участки Северной Атлантики, особенно у побережья Шотландии и Норвегии, мы неожиданно обнаружим странные линии и ряды камней, протянувшиеся на десятки миль. Эти структуры давно были известны рыбакам как подводные стены, но только без воды становится понятно. Это останки давно исчезнувшей суши — Доггерленда. Это была земля, соединявшая британские острова с континентальной Европой. Люди здесь жили тысячами лет, охотились, строили жилища, но около 8000 лет назад все изменилось. Мощное цунами, вызванное оползнем у побережья Норвегии, уничтожило большую часть земли. Волна высотой в сотни футов пронеслась по равнине, сметая все на своем пути. Теперь без воды мы видим остатки деревень, примитивные каменные строения и даже следы дорог. Эти находки показывают, насколько нестабильной была история человеческой цивилизации. Многие эпохи и народы были погребены не временем, а морем. У восточного побережья Азии, в Южно-Китайском море, под толщей воды скрывается не просто археология. Там находятся остатки городов, чье существование долгое время считалось мифом. Осушив побережье Таиланда, Вьетнама и Филиппин, мы обнаружим рельефы, похожие на улицы, кольцеобразные стены, даже очертания портов. Некоторые из этих структур были замечены с помощью спутников и гидролокаторов, но их невозможно изучить подробно из-за глубины и мутности воды. Без нее становится видно, это неприродные образования. Это инфраструктура древних прибрежных поселений, которые затонули из-за подъема уровня океана после ледникового периода. Учитывая их расположение, можно предположить, что они были частью морской торговой сети, предшествовавшей многим современным культурам. Возможно, они хранили свои собственные письменности и архитектуру, которые мы только начинаем открывать. Если полностью убрать воду с поверхности всей планеты, мы внезапно осознаем, наш мир пронизан сетью подводных маршрутов, как паутиной. Помимо оптоволоконных кабелей, мы увидим старые морские трассы, те, по которым веками шли корабли. Эти маршруты навигации буквально отпечатались в рельефе дна. Там, где проходили торговые пути, особенно между Европой и Азией или в районе Суэцкого и Панамского каналов, на дне остались четкие следы – борозды, обломки, выброшенные грузы. Это своеобразная морская карта прошлого, которую можно прочитать, только убрав воду. Некоторые места превращаются в настоящие перекрестки, где сталкивались суда, происходили крушения, а иногда и морские бои. Только после осушения океана становится видно, как плотно была покрыта планета движением еще в древности.
Далеко от побережья Калифорнии, в одной из осушенных бухт, мы находим необычное зрелище. Пески, сверкающие как стекло. При ближайшем рассмотрении становится ясно. Это остатки многолетнего загрязнения и выбросов, переработанных морем в уникальные стеклянные структуры. Мусор, выброшенный в океан в течение последних 100 лет, под действием воды, волн и соли трансформировался. Бутылки, стекло, пластик, металл — все это измельчилось, покрылось налетом, а затем было осаждено и отшлифовано, превратившись в нечто вроде морского янтаря. Этот слой покрывает десятки акров морского дна и, несмотря на красоту, служит мрачным напоминанием. Даже без воды океан все еще несет следы нашего присутствия. Это зеркало того, что мы оставляем после себя. Когда вода уходит, становится ясно. Дно океана — это не просто равнина. Здесь есть долины, русла, речные системы, которые текли миллионы лет назад, до того, как эти участки были затоплены. Особенно ярко это проявляется в Индийском океане и вдоль африканского побережья. Мы обнаруживаем сеть древних рек, пересохших каньонов, дельт и устьев. И русла прорезают морское дно, создавая пейзаж, похожий на запад США. Некоторые из этих рек были мощнее Амазонки. Вода текла по ним, вымывая породы, питая жизнь. Теперь они мертвы, но осушив океан, мы возвращаем их очертания. Это напоминает, до океана здесь была земля, полное движение, смены климата, воды и жизни. И, возможно, она снова когда-нибудь поднимется.